Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Мы начинаем наш постновогодний стрим. Праздники пролетели, конечно, за застольями все это пронеслось, но у нас веселье не заканчивается, праздничное настроение продолжается, несмотря на то, что в принципе праздновать особо было нечего, но, как говорится, это дело добровольное. Умеешь радоваться — радуйся, не умеешь — так живи. Ну вот мы, в принципе, живем и радуемся. Что остается делать вот нам? И поэтому сейчас мы, не то чтобы подведем итоги того года уже не будем, но итоги уже года, планы на Новый год, который наступил уже по всем календарям, хотя вот вчера, когда позавчера отметили старый Новый год. Но в России, как говорится, все два раза делается, а то и три раза. То есть получается, что мы и Новый год отмечаем два раза, и даже если конец света у нас наступит, то во всем мире он будет один раз, а в России будет два конца света, два раза у нас он будет. То есть весь мир уже погибнет, у нас будет, и мы будем еще второй раз Армагеддец отмечать. Так что мы не сдаемся, держимся даже в этих тяжелых, кстати, суровых условиях, продолжаем находить что-то хорошее. И вот сейчас у нас даже вот был предыдущий выпуск, и мы продолжаем выпускать наш канал. Вот сейчас я в такой вот атмосфере, например, провожу, то есть тоже, честно говоря, операторская атмосфера, потому что это во всех, в гиках, всевозможных в киношколах заставляют такие делать натюрморты и, так сказать, такие задания по киноосвещению, вот, которые, так сказать, бы создавали ту или иную атмосферу. Вот, например, да, то есть горит свеча, да, но вы понимаете, что от одной свечи у нас ничего не освещено. То есть, если посмотреть, у нас вот здесь находится импровизированный осветительный прибор, который направлен с точки зрения свечи, а свеча создает лишь эффект, такой, скажем, эффект, как будто бы у нас даже кинообъектив, а не веб-камера ноутбука, да, какого-то работает. И вот это вот, если кто смотрел этот выпуск, заметили, что там было много всякой оптики всевозможной, мы вытащили для теста и так далее. И, конечно, многое осталось за кадром. На самом деле, за кадром осталось самое интересное. Вот, за кадром осталось то, как это все снимали, в каких условиях, как правило, диких, то есть условиях нашего кинопроизводства, если можно это так назвать. Во-первых, то есть, что это вообще было? Что это вообще было? Это откуда какие-то такие объективы появились в нашем городишке, да, вдруг? Но случилось и так, что, грубо говоря, из АО Лома прислали нам, грубо говоря, как обезьянкой поиграть. То есть дали вот эту обезьянку, то есть чтобы мы как-то с ней поигрались, как дикарям, знаете, это самое, какие-то бусы дали, то есть дикарям. Что с ними делать, они не знают. И вот дикари в нашем городе побегали вокруг них, значит, надевали, знаете, как мартышка и очки, туда-сюда, и никуда применить, в принципе, этого не смогли. И буквально позвонили, вот будет вот где-то там, значит, будет съемка по тестированию объективов на территории завода, электросигнал, который сгорел, вот, и какая-то там фотостудия, и я, конечно, прибежал туда и позвал своих друзей, вот Диму с Иваном, чтобы бывших учеников, чтобы они мне помогли и сами насладились этими крутейшими объективами, вот, новыми. Но мы, когда пришли, был мороз, минус 42 градуса, честно говоря, вот самое это интересное, что это было минус 42 градуса было в Новосибирске. И это была просто какая-то дичь, откровенно какая-то дичь. Вот. Сейчас вот кто-то тут через ВК пытался зайти, но надо всем понимать, что трансляция на Ютубе идет. ВК я не могу в два передавать сразу во все радиостанции. И вот, значит, случилось так, что мы побежали в эти 42 градуса. Я думал, что Ламо специально прислала, чтобы испытать эти объективы в условиях Сибири. Замерзнут они на таком морозе. Может быть, они вообще бы раскололись, там рассыпались и так далее. Или наоборот бы выдержали. То есть, таких испытаний не было. Тут Дмитрий боялся.
который взял на себя ответственность такие объективы сюда получить на пробу. И это все бегали вокруг этого всего. Все было в суете, как говорится, в тамасе, как мы называем, да, тамас, да, индийской философии. Но, тем не менее, в этом тамасе удалось нам как-то протестировать эту крутейшую оптику, даже с чем-то сравнить, что-то попробовать. И что-то вы даже увидели, то есть даже получилось, хотя буквально, то есть приехав и оставалось там какие-то 3 часа, за это время оказалось, что мы хотели как сравнить на одной камере, то есть чтобы, ну, честно говоря, для честного сравнения должно было быть как, что одна камера, как говорится, один народ, один рейх, объективы разные, да, то есть получается, что на одной и той же камере, вот думали, что на Урсе Про, то есть меняя байонеты, то есть она спрел байонета менять, и мои через Canon переходники объективы старые поставить. Ну, как всегда, как говорится, отродясь такого не было, и вот опять, как говорится, то есть, что получилось, что хотели как всегда, а получилось и даже лучше. То есть оказалось, что ничего не подходит, нужно тащить вторую Урсу, поехали за ней, взяли Урсу 4.6К, совершенно другую под Canon байонет. И получилось так, что снимал я с Урсы с предыдущей модели с 4.6К, а Дмитрий Коваль снимал со своей камеры Урса Pro, которая еще стояла на Ронине, то есть заведомо неравных условиях, то есть я пытался там что-то с рук 85-ми этими объективами даже, грубо говоря, снять, что-то со штатива там, конечно, а тут товарищ работал на Ronin 2, вот, поэтому совершенно разные картинки, все разное, да, то есть объективного такого сравнения не было. Но, как вы увидели, то есть все-таки дух этой оптики был сразу виден. То есть даже воткнув разные камеры, хоть какие вы воткнули, их все равно получилось так, что оптический рисунок создает оптика. То есть камера, я не знаю, наверное, сейчас в современных условиях уже влияет процентов, наверное, 30-40, не больше. Все остальное, все основное, это рисует оптика. Вот, то есть, и поэтому зависит от того, какой оптикой ты снимаешь, такая будет картинка. Вот уже присоединяются люди к нашей трансляции. И вот получилось так, что вот какое изображение, то есть все зависит от оптики. И это было наглядно видно, не знаю, кто увидел, не видел, могут писать в комментариях, что-то, наверное, не впечатлило, но для меня некоторые выводы я сделал, как бы, и готов уже по горячим вот этим следам поделиться какими-то своими ощущениями от этого всего. Ну вот дали нам эти игрушки поиграть, то есть буквально там я их подержал несколько минут, посмотрел, что это все сделано. Ну вот сами оправы, само вот это все изготовление, видно, что очень аккуратное, рассчитанное, то есть на ЧПУ станках выточено, но объективы очень тяжелые, то есть это прям вот один, я смотрю, что болванка танкового снаряда. Вот Дмитрий как раз у нас служил в танковых войсках, вот мой ученик, и который оператор, который снимал, кстати, это все, он сравнил это с болванкой, которая в Т-72, значит, вставляется, выстрел там отдельно заряд, вот эта болванка, это похоже, вот только объектив. То есть, если поставить его на фотоаппарат, скажем, GH5 или еще что-то, он выломит байонет, все это сломается и так далее. А правда на такой вес или нет, не знаю. То есть, возможно, только на больших каких-то камерах это придает какую-то конструкции устойчивость. Вот, ну а вот в повседневном использовании, там на каких-то, я не говорю уже о репортажах, это вообще невозможно. То есть, во-первых, оптика ручная абсолютно не репортажная. Во-вторых, то есть, конечно, это все дорогое и при этом еще большой вес у этого всего. Но что касается картинки, то есть при первом же просмотре оказалось, что да, все четко, как бы оно, никаких таких особо дефектов нет, но как и на любой советской либо российской оптике, как мы видим уже теперь, стоит только снять против света что-то, сразу становится ясно, какой это объектив. То есть, допустим, если мы против света в основном снимаем какой-то цейсовской или даже другой оптикой, я не знаю, там, сколько пробовали, кэноновской, теми же эльками, там и другими объективами, как правило, бликов они мало боятся, и изображение становится четким.
То есть у нас сразу проявляется артефакт, во-первых, вот эти круги, то есть, да, оно не мутило изображение, но вот эти вот круги вокруг, хотя диафрагмы были открыты, то есть это не диафрагма бликовала, не знаю, то есть какие-то переотражения внутри, и они напомнили о старом лома, в старом тоже, старых объективах было то же самое, те же самые эффекты, но они более выражены в старых, здесь немного их нивелировали, поэтому это говорит о приемлемости конструкции старой оптики в новую оптику. Но новое все-таки что-то сделали, например, то есть сделали все-таки что повысили четкость, резкость, разрешение. У меня, конечно, не было никаких инструментов объективного контроля лабораторных, чтобы поизмерить разрешение, но вот если вы посмотрите выпуск там на мирах, видно, то есть как бы, что в принципе Лома самый резкий получился из тестируемых ныне объективах. Ну, я так понял, что добились это все-таки новым все же проектированием, либо контролем и качества этих объективов через компьютер, то есть компьютерное проектирование. Если раньше это все чертили, все вручную, по сути, было как аналоговым, то есть теперь вмешался компьютер, все оптические схемы выверяют на нем, все это делают, стремятся, во всяком случае, делать идеально. И в плане вот оптического построения, да, было все ровно. Но вот 14-миллиметровый мне показал дисторсию, которая, в принципе, даже на Самьянге, как вы видите, корейском объективе, она меньше. То есть, ну, не знаю, то есть на каких-то пределах, да, хотя он, ну, конечно, менее светосильный, вот 1,9, там 3 светосилы, то есть там разные весовые категории. Не было возможности, конечно, это все сравнить с эталонами, то есть с CS Ultra Prime там, или хотя бы Compact Prime, это все, или там какими-то, ну, и куками тем более, то есть ничего этого в нашем городе нет, и я думаю, что в ближайшее время вряд ли появится, то есть даже вот эти лома для них большая роскошь, вот, потому что, в принципе, нет в городе проектов таких бюджетных, масштабных, которые бы, это бы вся оптика и техника могла быть задействована. Я думаю, сейчас и в Москве проблемы с этой пандемией, многие поразорялись, но все-таки Москва, благодаря количеству людей и количеству денег, там она все-таки позволяет как-то развивать парк кинотехники. У нас это мы только попробовали, то есть что-то сняли, то есть, но в дальнейшем все только мечты в основном. Дальше разговоров, как правило, ничего не шло, но я вам скажу, что поэтому сравнить особо не с чем. И я вот то, что притащил винтажную оптику, которая у меня осталась еще с пленочных времен, вот, чтобы сравнить с этой картинкой, да, она немного тоже, были разные весовые категории, это не светосильные объективы, то есть это были объективы двойка светосила у меня, а вся линейка Illumina 1,3, то есть разные весовые категории. Но для интереса могу сказать, что у меня были объективы в свое время, мне попадались Лома или даже ЦКБК, фирма ЦКБК была такая, центральная бюро киноаппаратуры, конструкторская в Ленинграде, была организация. И вот эти объективы, они были светосильными, 1,3, 1,2 даже, вот бывали, по-моему, 28 был 1,2. Но я вам скажу, что они все жутко мутили, и на открытых диафрагмах, на полных, советские светосильные объективы никогда не работали. То есть, если это заявлено 1,3, то есть то на нем будет картинка не резкая диафрагма. Если мы зажимаем там до двойки там той же, или даже там 2,8, уже изображение было нормальным. Но смысл тогда светосильного объектива. То есть, вот, например, вот эти, которые у меня лома, они двойка, они на полностью открытые, то есть дают, в принципе, такую же почти резкость, как и на 5,6, допустим. Ну, на 8 там, может, порезче будут, да. Поэтому это рабочая диафрагма, ну и, в принципе, они по всему устраивают. Обычные объективы советские от Конбаса. То есть, и я думаю, что это все хорошо. И говорят, что плохо слышно, а что сделать для этого, я не знаю. Звук у меня вроде на полном. Микрофон. Но это, видите, у меня встроенный, у меня веб-камеры такой нет, вот здесь у меня встроенная ноутбучная система, поэтому как слышно, вот, наверное, так. И вот, значит, буду говорить громче, наверное. Придется говорить громче. И подойду ближе к свече. Вот, видите, сейчас уже свеча на меня все-таки действует, не только прибор, который за кадром. Вот.
И хочу сказать, что, продолжая мысль, что как собрано то, как это, все-таки, да, здесь объективы новые, картинка более четкая, да, но формально, как бы формально, они хорошие, да, выигрывают, но по ощущениям, конечно, винтажная оптика интереснее. Тут вот двоякая ситуация, вроде как объективы все, ну не только Ломан, и другие производители, особенно Zeiss, да, там доводят их до совершенства, а в итоге получается, что операторы стараются выбрать старый аноморфотный объектив или старый какой-то объектив от кинокамеры, от фотоаппарата. То есть зачем? Да, то есть, казалось бы, вот. Но дело в том, что на цифровых камерах, на современных, изображение настолько резкое уже и настолько вылизано детально, что хочется его немного завуалировать. Ведь мы действительно в реальной жизни не видим каждый волосок, каждую там мелочь какую-то. Поэтому эта резкость даже переизбыточна. В то же время как бы она должна быть, но не на всем. Понимаете, не на всем и не так сильно, не так контрастно. То есть некие вот такие должны быть более мягкие переходы. И операторы, чтобы разнообразить свое как ситуация, это все, ну вот, и поэтому получилось так, что все-таки современная, скажем, камера и современная оптика дают слишком резкую, слишком плоскую, кстати, даже да, картинку какую-то даже, вот можно так сказать. Ну, не за счет того, что там нет глубины резкости, а за счет того, что наоборот все все резко и все без каких-либо переходов. А ведь эта винтажная оптика по ощущениям, конечно, она кажется лучше, кажется приятнее, и она как бы компенсирует вот этот переизбыток цифры. То есть, если бы мы снимали на пленку, да, возможно, нам бы не хватало какой-то резкости, потому что пленки, там зерно, там какое-то идет колебание, некая жизнь, вот, и переходы у нее другие цветовые совершенно. Цифра все-таки слишком жесткая, и чтобы как-то это компенсировать, все-таки для кино, я опять же говорю, не для всех целей, а вот именно для каких-то определенных художественных замыслов нам нужна оптика старая, оптика немного неправильная, немного даже можно сказать несовершенная, для того, чтобы все-таки приблизить это к какому-то художественному эффекту, либо к видению человека. Поэтому оно вот так, в этом сейчас многие выбирают старую оптику, и например, вот даже объективы советские, не только киносъемочные, но и фотообъективы, там миры разные, то есть особенно Гелиос объективы, которые вот, допустим, я сейчас Зенит обычный, да, и Гелиос 44, да, самый простой, то есть самый массовый, на который большинство советских людей снимало, да. И казалось бы, объектив ни о чем, а тем не менее он вносит некий шарм, особенно на цифровой технике, ну и на пленочной тоже технике, на цифровой, то есть он придает некий эффект, вот это его несовершенство, некое, которое там было заложено, оно как раз дает, понимаете, блики, дает мягкие переходы и так далее. То есть, и он как отдельный прием может использоваться. И вот, например, да, почему? Потому что может быть и рассчитано не очень хорошо, может быть и изготовлено там пьяными рабочими или как-то с низкого качества стекла. Но, вот, понимаете, вот это несовершенство дает определенную изюминку. Вот, скажем, немцы, да, вот они все вылезали, все учли, все сделали четко, идеально, и, в принципе, но, понимаете, не сдел... но вот, скажем, вот так, как вот эту оптику они не сделают уже. И не могли. Это вот так же, как в Великую Отечественную войну. Они рассчитали, сколько танков, сколько самолетов, сколько пушек. Они учли все, что они выиграют. Но они не учли дух. Дух тех вот людей, которые были советских. Вот эта вот иррациональность, да, русская какая-то, вот этот вот элемент иррациональности, он как раз и вносит такой эффект неожиданности, который ломает вообще все. Вот, поэтому, наверное, вот это и секрет нашей вот этой советской оптики, которая до сих пор ценится и которая, вот, в принципе, она функциональна и имеет интересный эффект. В то же время интересно было бы попробовать, снимая на пленку, да, обратный как бы инженеринг, используя более четкие современные объективы. То есть, может быть, тогда, то есть, как-то бы тоже было интересно.
Но у меня нет такой возможности на Canvas поставить PL, какие-то ультрапраймы, то есть и так далее. Ну, как бы тоже было бы интересно попробовать. То есть, может быть, там бы наоборот не компенсировало низкое там качество пленки или сканирования какой-то, то есть и так далее. То есть, ну, поэтому это, конечно, столько. Так, я смотрю, хорошая инвестиция, да. Да, вот я читаю, какая. Люди пишут комментарии, и вообще получается, что интересно, я потом на них отвечу обязательно, отдельно разберем, просто пока немного подумаю, да, то есть об этом интересный вопрос, да, действительно балансе, то есть какая оптика. Но действительно оптика это хорошая инвестиция в будущее и для оператора. Ну, не факт, что какие-то объективы там повысятся в цене, хотя многие взлетают, а многие теряют ее, но вообще я скажу, что надо понять, какое изображение нравится тебе, какой ты выбираешь стиль съемки как оператор и что подходит тебе. Конечно, для коммерческих проектов какие-то эксперименты вот с гелиосами, там, индустарами, которые весьма интересны, конечно, да, они лучше не применять. Почему? Потому что можно пролететь, снять где-то не резко, не понравится заказчику, будет мутно и так далее. Если снимается рекламный ролик или какой-то заказной фильм явно, то есть без художественных изысков, необходимо снять максимально четкой оптикой, арендовать ее, купить, ну или приобрести, если будет серия проектов, какой-нибудь Canon L или какими-то цейсами, то есть новыми, зная, что результат будет стабильный. Но если это для души, то можно и поэкспериментировать. Но, ну и, например, художественном кино, то есть какое-то кино ты выбираешь, оправдываешь свой стиль, и ты уже снимаешь на свой страх и риск какой-то оптикой, то есть используя анаморфот или используя еще что-то, потому что анаморфотом очень непросто снимать, то есть некоторые считают, что это панацея от всего, но вот я попробовал, то есть многие вещи, и композиционно строить, и особенно попадать в резкость, и светосила там низкая и так далее. То есть там надо с ними еще изощряться, то есть, поэтому зависит от того, как выбираешь, что выбираешь ты. Вот, допустим, я бы вот по поводу лома объективов хотел сказать, что в них, да, все цвета на них нейтральные, которые они выдают, оттенки. И, в принципе, ну, можно, ну, главное, чтобы против света не попадало, то есть поставить компендиум и там не допускать каких-то засветок, и тогда можно все снять чисто. А вот советские объективы, они кроме, я вам скажу, кроме, что я заметил, ну вот там пониженной, больше мягкости, меньшего контраста там и так далее, может быть каких-то искажений, они еще несут в себе оттенок. То есть каждый объектив, например, вот лома обычно желто-зеленые, анаморфот больше желтый, больше теплый получается цвет, общий тон. Я не говорю, что он именно сильно желтит, но некий общий тон. Другие объективы, там, допустим, могут чуть зеленее, там, чуть синее, то есть и так далее. Но особенно все уходит в теплые тона. Наверное, благодаря этому оптика и винтажная, то есть какой-то теплый ламповый. Он напоминает нам о теплом ламповом, и получается о том, что, наверное, вот так все. Но, опять же, если нет такой задачи создать такое изображение, снимая советской оптикой, можно очень сильно пролететь. И потребуется очень мощная цветокоррекция, чтобы вот эти все недостатки исправить. Вот поэтому тут ты думаешь, какую оптику выбирать. Но, наверное, все-таки, да, и поэтому, говоря про вот эти объективы лома, да, как бы выглядит красиво, все, но оно и стоит немало. То есть для малобюджетных каких-то вещей ты это не купишь никак. Вот, если не богач. Ну, а при наличии денег, я думаю, что тут, конечно, патриотизм это хорошо, я как бы тоже русский патриот, но, возможно, мне пришлось бы взять импортную оптику. Если бы у меня были сравнимые количество денег, я бы, наверное, все же приобрел объективы производства Zeiss или Кук попробовал бы. Лейка есть в итоге, понимаете, в конце концов. Производителей много. И у Лома здесь много конкурентов. И я думаю, что богатые компании и люди все-таки, наверное, выберут проверенные бренды, особенно за рубежом, которые мало знают об этом Лома.
Но другой сегмент техники лома это, конечно, аноморфотная оптика. И ее знает по всему миру. Она как бы является качеством, эталонным символом качества, символ вообще аноморфотной съемки. Многие считают лома. И многие вообще обалдевают, насколько это здорово. Но аноморфотов меньше, они все-таки старые. Уже сейчас, потому что последние, сколько я знаю, выпускались в 80-х годах аноморфотные объективы лома, то есть потом уже не делали. В середине 80-х. Потом делала Elite Optic, это вот бывшая ЦКБК в Питере, но ограниченные какие-то партии, то есть, наверное, какие-то, больше не делали. И сейчас, если бы Лома начала выпускать, Ламо начала выпускать аноморфотные объективы, наверное, на них бы был бы спрос, и это было бы интересно. Потому что не так много производителей профессиональной аноморфотной оптики, да, там есть китайские какие-то там небольшие объективчики, да, но вот, допустим, если бы я увидел набор таких же аноморфотов, вот как вот я видел иллюмину, набор таких же объективов, ну пусть даже их было бы меньше, там 3 объектива, 4, да, но это были бы аноморфотные. Это было бы очень интересно. Я думаю, многие операторы бы, киностудии, приобрели бы такой комплект, и при этом он стоил там в разы дешевле, там Цейс аноморфик, или Кука, и бренд Лома аноморфотов был бы известен. Я думаю, что они бы пошли продажи. Но, наверное, Ломо не может это сделать сейчас, потому что технология производства их утеряна, и уже специалистов этих нет, и нет оборудования, или даже надо что-то переналаживать. Вот, поэтому, ну, может быть, в ближайшее время появится, что-то они разработают с нуля, потому что разрабатывать надо новые, просто повторять те же басы и насы уже нельзя, надо делать для цифровой резкости, то есть, как известно, объективы для пленки и для цифры они просчитываются по-разному. На пленку они рассчитаны на четко плоскую поверхность, на матрице она имеет еще переотражение, какие-то какие-то там, значит, свет может гулять и быть по плоскости, поэтому требует определенного расчета, оптика рассчитана на цифру. Вот. Но, опять же, аналоговая оптика может тут давать некий интересный блик, эффект там, иррациональности, но не всегда хорошо. Вот приведу пример. Я в свое время еще в 2000-х годах, еще до DSLR, так сказать, революции, купил объективы Carl Zeiss. Carl Zeiss в оправе Contax Yashica. Это такие объективы Цейса для фотоаппаратов были. Вот вы видели в прошлом обзоре, один из них это планар. Я его там дистагоном, к сожалению, обозвал. Дистагон это широкоугольная схема. Планар это обычные и портретные объективы. Вот и макро. И там планар 85, да, например. Там есть план, вот среди них есть полтинник такой, значит, 28 объектив с двойкой светосилы. Они как бы неплохие, но они выпуска 80-х годов, рассчитаны, разумеется, на пленочную технику. Ну, они с успехом, я их поставил на Урсу, снимал Урса и другими камерами. Canon они отлично, особенно на Canon, на полном кадре, вот 5D Mark III, они там просто заиграли, эти объективы на нем, и на других камерах полноматричных. А вот на Panasonic GH, например, они не подошли. Panasonic GH, матрица М4 третьих, и вот эти объективы Zeiss от фотоаппарата полнокадрового вдруг, представляете, никак не подходят к нему. Почему? Во-первых, там кроп большой, двукратный, да, получается. У меня спидбустеров никаких нету, то есть ни метабонс, ничего. Да, я с потерей светосилы, к тому же, потому что не все поле используется. И, ну, это еще не самое главное, как бы можно снимать портретные объективы, особенно все. Но они совершенно стали, именно на GH, не стали терпеть бликов. То есть любое попадание какого-то света, любая засветка, вся матрица засвечивается, получается молоко и все. Ставишь на Урсу или на Canon, ничего такого нет. То есть там, видимо, какое-то происходит двойное переотражение внутри, и эти объективы не подходят для GH. Я уже думал, что с ними делать, а оказывается, сейчас только начинается эра полнокадровых матриц, и может быть еще Alexa будет полнокадровая или Red, и будем верить, что будет хорошее будущее у нас, и что этот год он будет лучше, чем предыдущий, что будет больше проектов, что они все реализуются, и мы какую-то даже снимем и документальное кино, у меня есть планы, то есть съемок документального фильма, и, надеюсь, запустятся короткометражки игровые, тоже бы на них поработать художественно, именно с объективами, в том числе применить эту технику.
Вот, хотелось бы наконец-то, чтобы не из пушки по воробьям, а все-таки для достижения эффекта. И мы продолжим тему исторических реконструкций, то есть реконструкция, работа с клубами, с фестивалями историческими. Я надеюсь, они состоятся в этом году. И работа с фронтовыми кинокамерами, это все не заглохло. То есть это не только 75 лет Победы сделали и все. Нет, это как бы у нас проект продолжается. Надеюсь, будем развиваться, потому что камера рефлекс есть в полном сборе, есть АИМО 2 штуки, КСки. То есть все это будет продолжаться. Я надеюсь, что все-таки это будет. И поэтому продолжаем работать с этим совсем, с оптикой, разбираться в этом, постоянно самосовершенствоваться, если будет какая-то еще возможность. Какие-то появятся, то есть вещи, то есть будем подключаться к этим. Конечно, покупать ничего такого не планируем. Сейчас, хотя вышла Урса 12К уже, то есть, ну, вы знаете, что это уже пока что для нее задач. Я думаю, вообще в стране нету для таких камер мало вообще, а не то, что в нашей провинции, то есть, хотя пытается что-то делать, вот, но на документа все-таки я считаю, что даже то, что есть, надо просто грамотно использовать, и все получится, то есть, потому что все-таки снимает не оптика, не кинокамера, а снимает оператор, то есть, главное, все дело в мозгах, то есть, мозг, надо, можно удивить техникой, сейчас уже никого не удивишь. Вот даже самая простая китайская веб-камера, то есть тоже, видите, дает какие-то, но это все не то. То есть все-таки китайцы могут скопировать все, ну, как я недавно узнал, но кроме авиационных двигателей. Ну, как я понял, кроме хорошей оптики. То есть оптика есть китайская, она как бы где-то даже местами неплохая, но духа у них этого нет. Как, например, был в советской оптике. То есть, вот, поэтому все-таки у нас есть чем гордиться, и это было у нас хорошее. Я думаю, что и будет Лома или еще кто-то продолжать. Красногорск, кстати, выпускал. У нас же красногорский завод Аптар назывались. Аптар серия объективов для 16-миллиметровых камер. Но я так и не понял, для кого они были рассчитаны. И когда уже пленка кончилась, цифра уже стала полнокадровой. И вдруг они выпустили, то есть с большим запозданием, серию светосильных вот этих объективов. Аптар там 25-х, там 35-х, 12-х, 8-миллиметровых. То есть, и все. Я так понял, на Silicon Imaging они рассчитывали с маленьким сенсором. Ну, это уже время ушло этих аппаратов. Сейчас я посмотрел, вчера буквально заглядывал на сайт Красногорского завода, зенитно-красногорский завод, и там только полнокадровые, вот, тот самый, хотел сказать, планар, зенитары, ну, светосильные там выпускаются за 50 тысяч. Ну, кому они нужны? То есть, по той же цене можно купить цейс, CS светосильный, понимаете, современный или винтажный, то есть какой-нибудь хороший, то есть смысл, не знаю какую нишу, то есть как всегда маркетинг у нас страдает и не ориентируется, непонятно для кого это все производит, скорее для освоения денег. Ну так, сейчас я почитаю какие-то отзывы, комментарии, буду что-то отвечать, как говорили у нас, ты отвечаешь, отвечаем, так. Смотрим, кто нам чего, да, спасибо, кто присылает донаты. Мы всегда рады, какая-то идет поддержка, и это стимулирует, ну не то что ради денег, стимулирует как-то хотя бы для поддержки штанов в наши суровые дни, которые наступили, вот, как-то держаться и что-то делать, какое-то видео, что-то приобретать, вот, будем делать дальше. Так, посмотрим, что есть. Так, выпуск понравился. Да, Новосибирск приветствуем. Сибиряков разрывается между всеми. Ну, говорят, что использовать объективы среднего формата, да. Ну, я бы сказал, что, в принципе, с объективами длиннофокусными проблем нет,
То есть, например, даже 85-е объективы, они могут покрывать намного больший объем, там, или там 135-е, даже для среднеформатного кадра они могут использоваться на больших матрицах, но дело в том, что основная проблема с винтажной оптикой — это все-таки широкоугольные объективы. Это довольно-таки сложные изделия. Я могу сказать, советских хороших широкоугольных объективов не было. Были МИР, там были ОКСы, 18-е там и так далее, но десятки даже были. Но все это было мутным, как правило. И основная, вам скажу, проблема винтажных объективов, ну, то, что это оттенок света, это просветление. Например, у Zeiss оно всегда хорошее, даже у старых объективов, просветление на оптике. А просветление на советских объективах, и даже вот на новых, как я понимаю, российских Лома, оставляет желать лучшего. Мы видим, что оно зеленое, одноцветное, хотя я смотрю, что объективы там даже 70-х годов Zeiss там или какие-то кэноновские, Никоны, Никоры, там они все многослойными просветлениями, красивыми отдают. И это здорово. Вот уже тогда у нас до сих пор, как я понял, не научились делать просветление и не научились делать широкоугольные объективы. А вот, скажем, начиная от 35-го объектива, это они, в принципе, все старые ламо ОКС, и аноморфоты, и сферические, и даже от Зенита. Вот от Зенита, например, самая удачная модель, это, я считаю, что у меня было хорошее приобретение, Helios 77. У него такое же закрученное фигурное боке, как у Helios 40, но он более дешевый, более резкий, и он 55 миллиметров, по-моему, 50 даже, да. То есть он не 85-й, то есть он универсальный объектив и по резкости, и против света. И, кстати, он с GH5 отлично работает с GH, в отличие от Zeiss Planara, который лучше и на других камерах играет. Вот, например, этот вот Helios 77 не дает двойного переотражения, и там, как я понимаю, внутри многослойное просветление. Он где-то в 92-го года у меня объектив, то есть там, видимо, были уже внедрены эти технологии, и это удачный объектив Helios 77. А вот некоторые бывают совершенно отвратительные. Тут все зависит от того, что надо самому пробовать, снимать, смотреть, сравнивать с чем-то другим. То есть на разной аппаратуре разная оптика. Так же, как вот при стрельбе, да, то есть подбирают для какого-то ружья охотничьего тип патронов, навеска пороха, дроби, разные пыжи, то есть это хорошие охотники, они сами снаряжают патроны, подбирают, стреляют, так же как сами снаряжают фотографы, проявители, подбирают под конкретную пленку, вот, пристреливают ее и так далее. Так и подбор серии объектив и камера, нахождение этого баланса, это все-таки вопрос операторского мастерства и, ну, удачи в том числе. Читаю дальше. Нет, ну да, и Поморин, и я знаю, что вот до этого куча операторов еще в 2011 году тестировали, потом, когда появилась вторая серия в 2015, то есть тестов много, в принципе, довольны, но я считаю, что тут, конечно, если говорить о том, что я бы, ну, если при наличии денег, наверное, не взял бы их все-таки. Ну, не потому что плохие, не потому что все, а потому что по ряду причин, то есть, например, для себя, да, или для съемок кино, я бы, допустим, взял хотя бы тот же Compact Prime, да. Вот по какой причине, я вам скажу. Compact Prime, казалось бы, объективы не светосильные, там, Zeiss, это Zeiss все-таки. И как бы считается дешевыми, не очень, но они практичные. То есть в том плане, что они небольшие по весу. Раза в два, наверное, легче, чем вот эти ломо-объективы. Избыточная светосила, она далеко не всегда нужна. Многие за ней гонятся, покупают 0,95 там, или там еще меньше какую-то светосилу, единицу, там, ну, меньше единицы. Но такую светосилу, как правило, никогда не применяют. Потому что, ну, таких задач очень, очень мало. Это надо очень, во-первых, маленькая глубина резкости. Должен быть контроль фокуса. Скажем, в документальном кино вообще это невозможно. Запрещено применять, грубо говоря.
для очень круглых задач, то есть репортаж никакой не снимешь. Ну вот какой-то там кадр со свечой, там еще что-то такое задумчивое можно снять, а документалистики, а репортаж нет, конечно. Во-вторых, перевозить их, то есть использовать на каких-то камерах. Всегда лучше вот иметь хотя бы светосилу двойка, но чуть-чуть ее прикрыл даже, но при этом надо светить хорошо, то есть все-таки работать со светом как-то минимально, то есть а не все вытягивать камеры. То есть сейчас многие наберут камер там Sony высокочувствительных с полноматрицей, большой светосилой объективов, в итоге снимают там в темноте, стараются, чтобы камера все вытягивала, все там какое-то мутное, как правило, там нос в резкости, уши не в резкости, то есть и что это за изображение такое, то есть и все говорят, ой, все размыто, это классно, там, или блики во весь кадр, все заливает, наверное, это высшее художественное воплощение высшего художественного вдохновения. Раньше всегда говорили, это брак, это надо компендиум, это флю называлось, то есть вот это вот флю, то есть когда заливает, вот, ой, флю у тебя, это все, бракушка считалась, нельзя это. Сейчас флю сделал, ой, как классно, потому что специально добавляют даже на постпродакшене. Но это, опять же, зависит от задачи. Нельзя сказать, это хороший объектив, это там ужасный, это там еще. То есть это так же, как вот оружие, да, опять же, то есть снайперская винтовка для одной цели, а пистолет-пулемет для ближнего боя, например. То есть там, где нельзя их сравнивать, то есть поэтому по каким-то характеристикам, то есть потому что нету что-то худшее, это плохое, это хорошее. Каждое для своей задачи. Поэтому все-таки тут за выбором оператора, это выбор оператора, его дело. Поэтому дерзайте, то есть думайте, конечно, у нас я вижу, что мало в русскоязычном интернете таких каналов, которые бы сравнивали какие-то винтажные объективы, новые объективы и так далее. Но я буду это все делать. У нас есть на самом деле очень большой запас по съемкам, которые можно монтировать и новые продолжать. То есть, конечно, делать, потому что в работе, то есть, ну, нужны усилия. Думаю, что это будет. Да, вот Сиру, да, да, вот про Сируи. Ну, название Сируи само про себя говорит. И, в принципе, этот объектив, он был у нашего товарища, и он есть в городе, и его можно сравнить с басом. Но я вам скажу, что я не снимал этот объектив, видел его, но видел с него только съемки, то есть и видел сам объективчик маленький. Но я вам скажу, что, конечно, с настоящим аноморфотом это все несравнимо, то есть с киношным. Потому что, во-первых, все-таки аноморфот это 1 к 2. Как правило, 1 к 2, или там американский сколько, 1,85, 1,23, сколько у них, я даже не помню у американцев. У нас 1 к 2 всегда, и это стандарт. Это свой стиль, соотношение резкости, соотношение границ. Во-вторых, все-таки дух, заключенный в этой оптике, конечно, он не сравним с какими-то. Я знаю, что из гелиусов там делают, приделывают китайские адаптеры там, имитирующие блики и так далее. Может быть, он блик какой-то имитирует, но изображение это не построит аналогичное настоящей оптике. Поэтому, конечно, многие не понимают, но они на самом деле не понимают, те, кто так говорит, не понимают и вообще смысл, для чего это нужно в первую очередь. Не понимают смысл задачи, то есть поэтому хотят от такой техники чего-то, все всякие насадки. Я думаю, что мы сделаем такой тест в дальнейшем, то есть найдем простой объектив. Так, что там сейчас сравниваем? Скажите по поводу ЦКБК. Большого, АБ-18. Вот. Объектив, большой объектив. Я думаю, что тоже мы с ним еще поработаем. Покажем. Единственное, что у меня нет заднего аноморфотного адаптера на него. Ну, я работал с задним этим адаптером, он очень плохо работает. Он уменьшает светосилу, увеличивает фокусное расстояние и
все эта система разбалтывается, как правило, не центрованная, поэтому лучше его в аноморфотном варианте не использовать. То есть, все-таки, как обычный трансфокатор еще можно. Но вот вы видели тесты, да, то есть там тест тоже был снят наспех, вот честно говоря, вот тот, который был, вы у меня видите, Лома 18135 на Урсу. Потому что как-то быстро так мы поснимали и не посмотрели особо результат. Надо его более детально, конечно, отснять с него кадры, но я вам скажу, что применяется он редко, потому что вес большой. То есть огромный объектив, тоже артиллерийский снаряд, который Лома и который вытаскивать надо на отдельном кронштейне, это только для каких-то постановочных таких больших съемок, которых нет. А по оптическим характеристикам он хуже, чем те же ОКСы Лома, да, которые, значит, как называется, дискретные. Поэтому его применять. Во-вторых, он на 20 миллиметрах не покрывает Супер 35, у него чуть-чуть там винитирование возникает. Ну и тоже против света он плохо работает. То есть, потому что любой блик надо компендиум ставить. То есть, он превращает его в желто-зеленое мыло. И такие объективы. Ну, вообще трансфокаторов советских не было хороших. Практически не было. Но был вот еще такой ОПФ, насколько я знаю, ОПФ маленький был. 22-80 был ОПФ, вот такой. Он был более светосильный, по-моему, двойка. Нет, или такой же светосилы, нет, или 2,8, или там. Нет, ну, да, 2,8 даже, по-моему, менее светосильный. Но он был довольно-таки неплохой, но тоже боялся засветки в лоб. То есть беда всех объективов советских — это все-таки переотражение и плохое просветление на них. То есть все-таки цейсы они добились, то есть немецкая школа добились того, что ими можно снимать в любых условиях и получать эффект. Так. Ну, конечно, обслуживание оптики — это самый больной вопрос, я вам скажу. Вообще оптическое производство — это боль в нашей стране, то есть, потому что в свое время, это у нас, если когда у нас производились все эти объективы и на Ламо, и на ЦКБК, и в Красногорске, и везде, то есть были мастера, которые все это делали, можно было на завод-изготовитель это отправить, что-то там заменить, починить, отъюстировать и так далее. Ну и при каждой киностудии, где это было, особенно, во всяком случае, при крупных студиях, везде были механики съемочной техники, везде были оптические скамьи, коллиматоры, и кто с каким успехом, конечно, кому хватало мастерства, это все юстировал и настраивал, и все. Сейчас, конечно, этого ничего нет, и мастеров вообще, которые умеют что-то делать руками, там не просто заменять матрицы, там электронные какие-то платы в камерах, перепрошивать и все, то есть, а именно делать ручками какую-то механику, а тем более оптику, и все меньше и меньше. Вот у нас Анатолий Антонов, наш хранитель традиций сибирского документального кино, вот мой коллега, он умеет, конечно, в плане механики делать все. Есть инструмент, оборудование какое-то. В плане оптики, конечно, это не цеха завода, не что-то, но у нас есть, у него есть автоколлиматор, скамья, то есть настроить его по шкалам, то есть отъюстировать рабочий отрезок, соответствие наводки шкале, какие-то там резкостные вещи он может. То есть и мы это все постоянно, они у нас проходят какую-то юстировку. Но на аноморфоты, например, сложнее отюстировать. Если вы видели, аноморфот мы не юстировали, там еще и боковые должны быть. И вот сейчас, скажем, надо будет у нас в 100 миллиметровом там аноморфоте что-то сделать, но можно на этот самый Elite Optic, они работают, или где-то вот там в Питере есть, и в Москве есть еще оптическая мастерская, насколько я знаю, как-то Волков, по-моему, там работает Волков. Это Optical Workshop Москов, Workshop что-то оптик. Такая вот есть фирма. Они вроде как юстируют этот Волков, юстируют объективы, там обслуживает их, и Лома в том числе. Ну и, конечно, Ленинград. То есть Ламо, но у нас вот выходов никаких нет. Вот, скажем, тот же изготовить стеклянный обтюратор сейчас нужно для кинора, вот взамен испорченного. И вот
это такая боль, то есть вообще в стране нет предприятий, которые могли бы такие точные вещи делать, либо это надо платить огромные деньги, чтобы это все конструкторское бюро собралось, начертили там детали, все это вытащили, а потому что делать ничего не делают. Страна только перепродает с помощью, скажем, американцев делают вот эти объективы, и этим же американцам туда сбывают. У нас своего нет ни кино, ни рынка, ничего. Все такое в таком очень убитом состоянии, можно так сказать, обобщенно. Да, светотехника, да. Да, все, то есть, к сожалению, у нас отрасли все эти угроблены, хотя были очень неплохие в свое время. То есть, если говорить о том, что эти объективы были произведены в 80-е годы, там 70-е, очень здорово, то есть были сделаны. Для того времени они были, я думаю, на уровне того, что делалось на Западе, а может быть даже превосходило какие-то вещи у нас. То есть, ну вот, допустим, вот эти все гелиусы, особенно индустары советские, там, я не знаю, это все копии цейсов, как правило, конечно. Вы были из Германии вывезены, либо еще до военных каких-то, либо после, либо там еще каких-то разработок. Но вот эта оптика ОКС лома и аноморфотные басы, это своя разработка, то есть полностью была советская, то есть с нуля. В основном, то есть все схемы, то есть все это, все-таки вот эта вот профессиональная оптика, это наследие. А вот потребительская, конечно, это были скопированы и не всегда качественно сделаны. Вот, допустим, из нескольких гелиусов, там из трех, допустим, из четырех я один выбирал. Ну, разброс был и на этой профессиональной тоже. Вот если вы возьмете оксы или аноморфоты лома или еще что-то будете смотреть, один более-менее, второй с нюансами там сделан, где-то стекло лучше, то есть качество очень сильно плавало все равно, то есть вот это было, но попадались и выдающиеся экземпляры, да. Ну, вот, и поэтому говорить об этом можно бесконечно. Я могу говорить об объективах, о кинотехнике, о пленках, еще больше, наверное, и о пиротехнике, конечно, то есть можно тоже бесконечно рассуждать, мечтать, об этом говорить, что бы хотелось сделать, но так вот. Давайте, кто присоединился, какие-то вопросы, пожелания, тосты, байки, так сказать. Да, про падение и спрос и качество. Дело в том, что вот если брать оптику, скажем, довоенную, да, там послевоенную какую-то того периода, она, конечно, сейчас применять ее очень, ну, я думаю, не очень стоит, не всегда, если вы, как говорится, не можете повторить, не хотите повторить съемки войны там или что-то на черно-белые пленки, потому что оптика не просветлена, либо просветлена простым просветлением послевоенная, и я думаю, что не всегда ее можно использовать, она, конечно, безнадежно устарела. Но потом, скажем, вот в конце 60-х, 70-е и особенно начало 80-х самая лучшая оптика была у нас. Она как бы достигла высокого уровня, уже научились делать и стекла, и научились делать оптические схемы, и просветление уже подоспело прилично. И, в принципе, самые качественные, наверное, были сделаны при Брежневе, при Андропове, ну вот, может быть, начало Черненко до Горбачева. То есть вот в Горбачеве началась какая проблема? Горбачев объявил во время перестройки политику ускорения, когда нужно было срочно ускорять экономику, внедрять какие-то производства, какие-то технологии, которые не успевали даже еще отработать, не успевали как-то обкатать, и тут же уже внедрялось что-то новое, скажем, вот в оптике это технология просветлений многослойных, каких-то конструкций светосильных объективов потребовали, камер новых, то есть там, таких как киноры там с электроникой. При этом это стало страдать качество, вот во время этого ускорения. Стали выпускать много и с браком, и вот многие объективы 85, 88, 89 года, 90, они отличаются плохим качеством. То есть бывает, что там просветление слезает, линзы вываливаются. И очень часто вот именно того периода, то есть они ухудшаются. Потом 90-е совершенно упало, потому что еще и кадров не стало. Кадров, которые это делают, и
дисциплина упала производственная, то есть все разложилось. И теперь пытается с нуля, то есть это все восстановить очень сложно, потому что оптика это не пирожки выпускать, то есть это и научный подход, и культура производства должна быть, поэтому я вот, конечно, удивительно, что вот этого лома вообще появилась, иллюмина, но вот какая есть это все-таки наш, как говорит Путин, интеллектуальный продукт. А тема светофильтров, да, ну, те, кто, конечно, заканчивал в ГИК или какие-то киновузы, они понимают, что это отдельный раздел техники, и это применяют, конечно. Ну, не все, конечно, все. Видеограф просто не знает, потому что фильтры применялись раньше, особенно я знаю, что потому что когда была пленка, то есть ничего не добавишь, все делалось фильтрами, то есть притемнялось небо, блики создавались, там, диффузные фильтры, туманники. Это было основным инструментом. Знаю, что операторы ходили вот с такими кофрами деревянными, ящиками плоских вот этих фильтров, и накручивающиеся, и гонялись, друг друга меняли фильтры там и так далее. Это было как, ну вот как сейчас скачать плагины для этого, для каких-то там After Effects. Сейчас считают, что все это вот это нарисовано After Effects, все можно сделать на посте, и поэтому операторство, конечно, страдает, операторская мысль из-за того, что вот такое отношение, что цифра все вытянет, потом все добавят, а как правило добавлять некуда и нечего. Но это должно быть все сейчас применяться, я считаю, то есть со вкусом пробовать надо. Я вот тоже давно уже фильтры эффектные не применял, наверное, с дипломных каких-то фильмов, потому что я использовал в прошлом году инфракрасные фильтры для инфракрасной фотографии. Вот отдельный, кстати, поэтому будет выпуск. Не пропускайте, подписывайтесь, потому что будет про инфракрасную съемку и киносъемку, видеосъемку в смысле, и съемку фото на пленку инфракрасную. И там какие фильтры там вот я использовал их конкретно. Ну, конечно, на художественном фильме приходится применять ND-фильтры там и так далее. Ну вот, надеюсь, то есть, ну, это, как правило, большая работа. Или видеографом, конечно, не до этого, надо быстро напалить, быстро сдать и убежать. Но их тоже можно понять. Я не знаю, как диффузный фильтр называется. Ну, название сейчас всяких тут скажу, что не знаю. Ну, как-то. Американские есть обозначения, там у кодека всякие по номерам, я помню, были. Вот, но сейчас у меня тоже есть некий набор, кстати, из советских для компендиума фильтров. То есть полярик вот я использовал. И вот я, ну а вот такие эффектные, наверное, тогда только в студенчестве использовал. Там блики, когда появляются на воде, надо добавить еще что-то такое. Такие у меня где-то звездочные были фильтры. Да. Ну, видеографов много, с одной стороны, это, конечно, что конкуренция большая сейчас, но и мастеров, я вам скажу, что тогда, что сейчас единицы. Сейчас, может, даже меньше. То есть, несмотря на то, что раньше снимали единицы, сейчас снимают все, но мастеров также. То же самое, как пишут. Все умеют писать вроде как все время уже, но Львов Толстых, как говорится, появляется, не появляется где-то, не шибко. Всегда проблемы. Но, что? А как реставрируют фильмы? Дело в том, что находим фильмокопии лучше сохранившиеся, более-менее, которые, если такая есть возможность. Ну, если нет, вытягиваем, то есть из этого. Сканировали, да, сканировали мы Дебри, такой Дебри Перинити, такая телекино, аппарат. Не могу сказать, что он прямо отличный, но он 2К более-менее. Ну, а на Морфот, соответственно, 2 на 2, то есть, соответственно, если широкоэкранный, там почти 4К получалось.
растягиванием, опять же, его. Но это не сканер, это все не так. Но сейчас вот Анатолий, опять же, нас, Антонов, сделал самодельный сканер, который сканирует покадрово. Вот, покадрово переснимает, ну а потом, разумеется, программная обработка, все в DaVinci вытягивается. Где-то что-то затирается автором, где-то добавляется. Ну, как реставрируем? Главное, чтобы воссоздать цвета и какую-то четкость. А артефакты, я даже не понимаю, зачем их нужно убирать. Это дух, все-таки это передает дух, что это времени пленка полежала. Как? Ну, люмьеры, конечно, я видел, люмьеров сделали очень здорово недавно. Все фильмы там, но это практически уже нарисовали кино, я посмотрел, нарисовали мультик уже, то есть где играют снежки или поезд идет, то есть это уже не люмьеровская съемка, можно так сказать, хотя оттуда взято. А кто такие видеографы? Ну вот, наверное, вот сейчас вот появилось новое выражение глэки. Глэк. Кто такие глэки? Ну, глэк тоже очень было для меня, был ступор такой, ну как бы даже по самому содержанию я понял, что это, ну, такое наглое быдло глэки. Вот такое, которое возомнило что-то о себе. А видеографы, ну да, это тоже такие глэки, наверное, которые, как сказать, ну, которые, некоторые могут быть наглыми, конечно, а некоторые просто зарабатывают, и я в этом уже, ну, не вижу, не знаю как, то есть, актуальна эта тема, не актуальна, то есть, ну, это название, ну, наверное, да. Видеофотографы, видеографы, то есть. Раньше называли просто колымщик-шабашник, например. Раньше это говорили, вот шабашник работает, то покупал ВХСную камеру, сам монтировал, просто колымщики. Но вот сейчас придумали название видеографы. Так. Ну да, я говорю, что видеограф, это были колымщик-шабашник, сейчас, ну, так. Стрингеры еще называют, вот, которые ездят сами, стрингеры. Почему, не знаю, в стрингах они снимают, или что, ну, вот такой есть термин. Как хотите, так и называйте. Что там? Нет, ну все, не только город, по сути вся страна сейчас отрезана, и мы отрезаны, и выброшены из всего, потому что все ушло в Москву, Питер, то есть только, в принципе, там игровое кино, там в основном там и было, но еще было на республиканских каких-то студиях, там, на Свердловске, там, в Крыму, может быть, частично игровое кино. У нас-то в Сибири только документальные фильмы были, это были Западносибирская студия кинохроники, Восточно-Сибирская в Иркутске, Дальневосточная была студия, это все студии документальных фильмов, Новосибирск телефильм и так далее. Все это было. Сейчас это, конечно, все добили, даже то, что выжило, по сути, тогда. Но поэтому только Москва-Питер. К сожалению, все уходит, утекает туда. Как здесь был фильм «Побег слонов из России», так и тут побег креативов и творческих кадров из регионов. То есть все бегут в Москву, и, как правило, кто-то реализовывается, в основном растворяются там, как-то так. Поэтому я вот не вижу, например, смысла утекать в ту же Москву и потом туда. Потом, то есть я думаю, что надо на местах развивать, то есть все-таки должно быть какое-то движение с низов, так сказать, инициатива, а не только что-то кто-то из Москвы прилетели, поснимали и улетели поверхностно и ничего не сделали. Поэтому я считаю, что это региональное кино, как бы это ни унизительно звучало, но его надо развивать, и это будет. Ангарск, как я понял, это Иркутск, в сторону Иркутского, да, то есть Иркутской области. Потому что вот меня, значит, меня недавно из Москвы удивили люди. Там у нас красноярский режиссер есть, и он тоже его возмутило. Говорит, не знал, что они написали, что москвичи, что
настолько неплохо знают восточную часть России, вообще мало кто этого бывал, они говорят, написали так: под Красноярском снимают фильм о Крайнем Севере. Оказывается, съемки были в Норильске. Но Норильск Красноярского края, и они как бы даже не посмотрели, где он. То есть это вообще арктический регион практически. То есть и написали, что он написал, не знал, что Норильск под Красноярском. Поэтому для многих такое. Значит, про Ялтинскую киностудию, да, есть вопрос. Вот я недавно был на Ялтинской киностудии в Ялте, вот, и в Ялте, где наш день кино там прошлый отмечали. И дело в том, что сейчас все-таки со студией ситуация, если не улучшилась, то она хотя бы заморозилась, то есть хотя бы ее смерть отодвинута. Дело в том, что в Новосибирске, например, Западносибирскую уничтожили полностью, под корень. То есть даже нету этого предприятия, нету помещения, нету здания, ничего нету. То есть все это продано, все это совершенно под другие организации, не связанные с кино, никаким делом. И ее никогда уже не будет. И это очень обидно. Скажем, в Иркутске ее взял на себя как называется, киноцентр иркутский. Была иркутская киностудия, была очень хорошая студия. Там у нас Эйснер начинал, наш мастер Владимир, и другие мастера, Корзун. Он, кстати, живет в Иркутске. Хороший оператор. И он, и там, как-то держится, Хабаровске держится. Они, правда, в архив сейчас передают в Красногорск. Наверное, они все-таки в Хабаровске закроют, потому что там что-то плохо. В Ялте ситуация такая, что здание после 2014 года было национализировано, то есть собственность в Республику Крым. Вот. И потом ее выбирали, какой будет собственник, кто будет этим заниматься. Сейчас ей руководит Крымский медиацентр. Это организация, аналог нашего кинопроката, либо кинофонда, вот, который в Иркутске, которые занимаются кинопродвижением. Да, там не сказать, что там какие-то крутые кинопроизводители, но это киноорганизация, и они владеют сейчас всей территорией, всеми зданиями, потихонечку их восстанавливают, содержат территорию. И основная проблема, конечно, нет денег на восстановление технической базы и помещений для того, чтобы туда пригласить кинематографистов что-то снимать. Потому что и в ГИК напрашивается туда, и еще многие работать с Ялтинской студией. Вот, и поэтому вот так. Я надеюсь, что все-таки там будет что-то, потому что место там шикарное в Ялте и для съемок, и по климату, и по помещениям, и по заделу, и кинематографисты там, в принципе, потянутся туда, если только там пойдет. Но везде проблемы, как у нас нет денег. Но все-таки там жизнь какая-то есть. Вот есть интересный вопрос про Аллу Борисовну Пугачеву, то есть, про которую снимали в 79-м, поскольку я помню, в каком году, да, Анатолий у нас Антонов. И есть съемки Пугачевой. Оцифровка, все оцифрованы. Задача в том, что нужно их отобрать, эти съемки Пугачевой, как-то обработать немножечко и, самое главное, синхронизировать со звуком. Мы нашли оригинальную фонограмму, то есть то, что было записано на концерте Пугачевой в том году, в 79-м, да, насколько я помню это. Ой, в этом же году, по-моему, ее выставили, в 80-м. Ну, короче говоря, вот юбилей был. Вот она единственный раз приезжала в Новосибирск в советское время, и вот эта съемка есть, если она у нас выложена в интернете. И мы хотим это все синхронизировать, но на это нужны средства, силы. И, понимаете, должны заниматься, так сказать, мы выживанием. Скажем, тот же Анатолий должен сейчас заниматься оцифровкой каких-то домашних записей, бегать искать вот эти вот съемки для того, чтобы подработать денежки, вместо того, чтобы, конечно, заниматься творческим там или каким-то проектом, то есть, или там и я, например, то есть, в 79-м, и поэтому тоже нам приходится работать, приходится что-то, и на все не хватает сил, но это будет, то есть, хотели мы к дню рождения Пугачева это сделать в этом году, когда это в ноябре, октябре было, но там в связи с этим вирусом тоже были работы, сбились наши все планы, и поэтому маленько тут откладывается. Но это будет. Я думаю, что не одна песня, может быть, 2-3 номера удастся собрать со звуком, с оригинальным и с изображением. Это все
будет. Но пока что мы говорим, что мы очень, в принципе, объемы большие наснимали, но эти пленки, они хранятся, и фонограмма, и звук, все есть, и это будет выложено на нашем канале. Так же, как поиск хроники, то есть продолжается какой-то, каких-то отборных ништяков. Все это будет, но не сразу, то есть нужны какие-то усилия, будем работать. Так, Пугачеву ответили, киностудию ялтинскую. Тоже. Вижу, народ вовлекается в стрим. Идут отметки, идут. Вы комментируете, пишите. Обязательно все, конечно, комментируйте видео, потому что они поднимаются в просмотрах. Мне, конечно, удивляет то, что, конечно, у нас мало просмотров. Конечно, у нас и тема специфическая. Я понимаю, что это там не Стас Михайлов, там не что-то еще. Вот просят, о чем следующий будет выпуск. А это секрет, понимаете? Это секрет. И заделов много. Но я думаю, что продолжим тему кинотехники все-таки. Так, Инстаграм спрашивают. Инстаграм сейчас я вам скину, какой Инстаграм новый. Ну, он как новый, он канал тот же, просто... Доп. Директоров фотографий. Шубертин. Ну, вроде так. Сейчас что-то он у нас... Вот в Инсте. Ник. Сейчас ставлю не сюда, давно с чатом не работал. Да, в Инстаграм тоже подписывайтесь, но в него я сейчас в основном архивы. У меня огромный задел пленочных архивов, и вот пока вот это была и самоизоляция, пандемия, я вот везде, где работал, был на съемках, это Индия, Индонезия, там Европа, Россия, всевозможные уголки, я все это выкладываю, то есть разных лет, это могут быть и десятилетней давности съемки, там и больше, и более новые, это негативы, которые у меня лежат дома, на 39-миллиметровой пленке, на 60-миллиметровой я это все оцифровываю, сканирую, буду выкладывать, буду о фотографии говорить. Да, я сейчас продолжу тему кинотехники. Есть, я говорю, много всего. Вот про инфракрасную фотографию вы можете посмотреть в моем инстаграме инфракрасные фотографии, то есть очень много. Вот про них будет тоже выпуск. Про то, как они делались. Вижу, уже подписываются на инстаграм, да, то есть получается, что как делалось, потому что это опыт интересный. Я всю жизнь мечтал об инфракрасной фотографии, например, да, то есть еще в детстве прочитал там в каком-то журнале иностранном, это казалось фантастикой, да, но это мечты сбываются, как говорится, Газпром. Вот сейчас время появилось и возможность, я поработал. В дальнейшем хочу ультрафиолетовую еще фотографии в следующее лето, понимаете, может быть получится. Так, что там дальше? Слайд нельзя испортить, вы пишете. Я что-то не понял вопросу. Пролетел с экспозиции, имеется в виду, или что? Да, в слайде низкая фотографическая широта. То есть буквально ошибся и пролетел. В негативе больше вариантов подпечатать, что-то сделать. Вот. Да, это такая технология, но поэтому на него снимали профессионалы, многие снимают до сих пор, выверяют экспозицию. Все это контролируют, контрасты, снимают отборные ништяки. Ну, нужна проявка еще, соответственно, хорошую. А как его печатали? Ну, на самом деле печатали очень редко со слайдов, имеется в виду в бытовых условиях, потому что, ну, это сложно. Сама по себе цветная печать была, далеко не все занимались. Но была специальная обращаемая фотобумага, кодек, сколько я знаю. Может быть, по-моему, советский был какой-то аналог. И ее, эту обращаемую фотобумагу,
Потом обращали, проявляли, как я понял, слайды, получали отпечатки со слайдов. Но я знаю, что слайды активно в полиграфии использовались. То есть и многие журналы, даже там National Geographic там, или еще какие-то, брали только на слайдах. Только на слайдах. Почему они были? Причем большого формата 6:7, 6:9, 6:6. Потому что, во-первых, слайд можно было сразу увидеть, в негативе цветном ничего не поймешь, какое качество, превьюшку можно было. Во-вторых, все-таки технологии печати с негативов, сканеров не было, либо примитивные какие-то были устройства. И в доцифровую эпоху там я, честно говоря, не знаю технологию полиграфии. Я полиграфический техникум не заканчивал, я как бы кино, знаю технологию кино, но технологию вот этого вот офсетной печати, то есть как это там, с чего на что, это все переводили, как-то, наверное, цветоделение какое-то, и потом печатали какие-то оттиски. Нет, кодахром нет, но это в Америке, у нас-то не было этой технологии. Кодахрома вообще никогда, то есть не проявляли. Орвахром, да, там, я не знаю. Кодахром это вообще закрытая система, то есть там своя химия, свои машины, определенные условия. В Советском Союзе ее не было. За границей как-то работали, то есть, ну а там как, наверное, печатали с нее, вот я говорю, что лид печать, оттиски какие-то там, цветоделение. Там своя, то есть на самом деле еще до революции была разработана, когда Прокудин Горский снимал 3 негатива, но с них делали открытки, то есть там делали цветоделенные, видимо, какие-то разные красок. Это полиграфия. Но я в полиграфии не полиграф, полиграфыч. Так сказать, я кинооператор, в кино там одно либо негативно-позитивный процесс, печать с негатива на позитивную пленку, либо обращаемая была в телевидении, любительская пленка. Про слайды спросили. Но сейчас слайды, к сожалению, я слайдами уже заниматься, наверное, буду все реже и реже в плане того, что денег мало. То есть вообще получится ли купить слайдовую пленку в этом году, потому что она практически в 2 раза стала дороже и будет только дорожать, потому что и курс доллара очень высокий, и пленка ее уменьшается, ее количество, то есть меньше выпускают. И еще связано с тем, что переизбрали Байдена, вот, повысился доллар. Еще немножечко там застопорилось все, и даже поставок пленки не будет. До марта сказали, вообще в Россию, то есть официальных. То есть будут какие-то привозить контрабандисты с eBay, там, с чего-то, но это все тоже дорого и увеличивает. Вот, да, спрашивают про полиграфию, я технологию печати не знаю полиграфической, я от нее далек был. И, наверное, сейчас действительно уже специалистов мало осталось, кто это знает. Потому что уже кинотехнологию это почти никто не разумеет. А уже такие специфические области, так вообще единицы. Полиграфия. Слайды, я говорю о слайдах, говорит, что буду из-за денег не смогу уже ее покупать. И, наверное, сейчас я даже буду Бронику аппарат продавать. Причем отличный аппарат, которым я снимал на Шпицбергене, снимал еще везде в Праге, то есть много где практика Броника SQA. Да, вот этот вот, у меня объективы там 150 Zenzonon отличные, 40-й, но, наверное, придется с ним попытаться продать, потому что, хотя кто купит, потому что цены на среднеформатную пленку очень высокие. Порядка 2000 за 12 кадров, то есть плюс проявка подорожала. В Москве она стоит 400 с лишним рублей. И я думаю, что это вообще нереально. В крайнем случае на Киев что-то снять. Вот я. Целесообразность снял на 8 и показал друзьям. Так.
как снимали раньше на слайд, и сейчас снимают, я знаю, то есть выпускают. Я вот знаю, что во многих фильмах вы можете посмотреть IMDb, например, есть такой американский ресурс, база фильмов, это аналог нашего Кинопоиска, IMDb. И очень часто можно посмотреть, на что снято, то есть, ну, там, какие цифровые камеры использовались, какая пленка, какое что. И, кстати, на некоторых фильмах встречается, что помимо негативных пленок, там, где Vision 3, там, кодек, там, 35 миллиметров, еще и была Ektachrome, там, 100, допустим, слайд. Для чего он используется? Он используется для того, чтобы показать либо воспоминания, какой-то винтаж под 80-е или когда-то чего-то, либо для специальных эффектов. Тот же Кристофер Нолан там и другие люди использовали. Все-таки этот слайд, он обладает непередаваемым цветом, плюс к тому же у него низкий диапазон, пересвет, недосвет, но на цифре такое, все-таки видно, что это не цифра, то есть, что это слайд. Поэтому он ограниченно применялся в профессиональном производстве. Ну и 35 мм это же одна пленка, она без сажевого слоя шла, ее и на фото отрезали, и на киносъемку использовали. И сейчас, по-моему, используют, но тоже ограниченно. Сейчас вообще с пленкой проблемы. После пандемии так вообще мало. Я посмотрел фильмов на том же IMDb на пленку Голливуд. Потому что сам Голливуд побило. Я посмотрел, сильно ужался, то есть в производстве. Только сериалы для Netflix, наверное. То есть то, что не на онлайн-платформах. Потому что как такового проката нет. Не то, что пленочного проката, а вообще обычного даже цифрового проката, понимаете, очень мало было в прошлом году. Поэтому даже голливудским студиям пришлось затянуть пояса, и аппетиты на пленку упали. Показать друзьям, да, ну 8 миллиметров, клипы, вот, например, очень эффектно клипы на слайдовую, 16 миллиметров, я не знаю, 8 я не особо фанат этого формата, считаю, что как бы он мало дает в качестве пленки, там, изображение слишком низкое, маленького кадра, а вот 16, супер 16, то есть, почему бы и нет, резкость там потрясающая будет на слайдовом формате. Поэтому она имеет право на жизнь. Но надо строго контролируемо. То есть в профессиональном кино там все-таки, конечно, в художественном там и подсветка есть. То есть, допустим, если вот сейчас, допустим, слайд не взял, он бы взял вот только свечу и вот эту вот область, ему бы не хватило чувствительности все это вытянуть. А в профессиональном бы кино сейчас бы все бы здесь заполнили светом, дали бы акценты световые, дали бы подсветку на тени, и потом просто диафрагмой там или как-то ими компенсировали контраст, нужный для такого вот освещения эффекта свечи. То есть, но света при этом было бы достаточно. Поэтому и на слайде, и даже пленке все бы это вытянулось. Там просто другой подход. Я говорю, что не полагаться больше на оптику, на чудо возможностей камер вытягивания, и тем более на постпродакшн, надо при съемке оценивать освещение, подсвечивать, стараться. Или при документальной съемке искать кадры, когда не с удачным светом. Понимаете? А не просто полагаться на то, что все вытянет. Освещение самое главное, наверное, в операторском мастерстве, после композиции. Поэтому никто не заменял мастерство кинооператора. Ну, я думаю, еще немножечко поговорим. Минут 15, мало ли кто-то подключится или какие-то вопросы остались. Вот, пока могу сказать, что... Вот, ну, возвращаясь к теме лома оптики, да, то есть, ну, все это, конечно, было в таких условиях было снято, сумбурных, что было тяжело. Надо, конечно, подходить к этому. Ну, не всегда на это хватает времени, но просто попала возможность нам, как обезьянкам, поиграться, как дикарям этой оптики, поигрались. Она поехала дальше, там вот как написали, в Омск ее повезли. Это вообще ламо, то есть ее, получается, теперь переправляет дальше куда-то. И они все эти объективы продаются, то есть их продают. Само ламо могут и комплектом, могут по одному объективу продать, но на них цены высокие. Вот они озвучили, что комплект 2 миллиона, что ли, 1,5 миллиона стоило, объективы там по 400 тысяч, там 500, 400, там 300, маленький, самый дешевый, по-моему. Вот, но это цена большая все-таки, для российской оптики могли бы подешевле все-таки. Во всяком случае, на российском рынке это продавать. Ну, так же, как вот Тасма, например, пленка Тасма, многие говорят, надеются, они сейчас очень дорого ее продают, даже тот вот
ту аэропленку вот эту, которую они выпускают, не очень пригодную для съемки, там они выпускают тип 25 и тип 42. И продают ее по цене дороже Акфы, то есть которую импортируют сюда. И мы когда обратились к ним, чтобы снять на Тасму обратились, чтобы снять реконструкции, снять открытие памятника кинооператорам фронтовым, они не то, что там бесплатно не дали пленки, они повысили цену, надеясь на нас сорвать. То есть на заказчики. Ну там чуть-чуть скинули, там, но это было дороже, все дешевле оказалось на Акфе. А представители Акфы, они, дистрибьютор пошел нам на встречу и предоставил эту пленку даже бесплатно и какую-то часть недорого очень. То есть и поэтому все, ну и вот при этом пленка тоньше, хуже вот эта Тасма. Ну, не знаю, странно, могли бы как-то ее больше стимулировать. Вообще у нас маркетинговые планы хромают. У того же Ламо я не увидел ни групп ВКонтакте, ни где-то еще, то есть в Инстаграме пытался найти, то есть как-то продвигать это, чтобы ближе к людям быть. Нет, вот все остальные, то есть все это, но они и зарабатывают, поэтому 400. Нет, ну 400, ну смотрите, да, ну как, наверное, недорого, но я точных цен не знаю, но они были, в принципе, приличные. Допустим, допустим, не нужно покупать, если бы при наличии такой количества, такой суммы, 1,5–2 миллиона бы у меня было, скажем, 2 миллиона, я вот где-то бы украл, предположим, или там мне бы дали на, вот купи на проект. И мне не нужно 14 там, миллиметров, там еще там какие-то 135 объективы. Лучше использовать, купить 3, максимум 4 хороших основных объектива, остальные можно в крайнем случае арендовать, скажем, сверхширокоугольник, там 12 там, или 14. Ну, один раз можно где-то арендовать или использовать другой фирмы, тот же Самьянг. Основные должны быть рабочие объективы. Лома не нужна реклама, ну потому что у них военный заказ, они работают в основном для оборонки, так же как и Тасма. У Тасмы заказчик оборонка производства пленки, и у Лома, поэтому там все, так сказать, у них есть постоянное, на чем они работают, а вот это кино, оно уже, ну его просто нет у нас в крупных масштабах, поэтому им нет смысла этим заниматься. То есть, 3 кинолюбителям продать какие-то объективы или, или кусок пленки, это от Тасмы, наверное, конечно, невыгодно из пушки по воробьям. У нас просто нет этого рынка, и поэтому, конечно, они не занимаются. Помню, меня удивил Сергиев Посад, там же есть Славич, производственное объединение, они до сих пор выпускают фотобумагу, которая, кстати, тоже очень подорожала, уже догнала Фому, чешскую бумагу, которая лучше. И вот они в свое время, никакой у них не было ни рекламы, ничего, а нам надо было в институте делать рентгеновскую, как называется, голографическую съемку производить. То есть у нас была работа, был предмет в институте по голографии. Нужно было сделать небольшие голограммы на пластинках. Там специальная супер высокоразрешающая пластинка используется, 4000, по-моему, линий на миллиметр, 5000. И они выпускались только в Сергиевом Посаде. Ой, Переславле-Залесском. И люди специально туда ездили, на поезде все это везли, с поездами передавали, потому что никакой логистики заказать, хорошо отправить ничего не могли. То есть они это все организовать. И удивительно, нужны пластинки, не можем купить. Волокита такая жуткая была, даже свои деньги хотели заплатить, но тяжело было это все купить. И вот я смотрю, что так вот наша промышленность, вот она работает. И поэтому все загибается и не развивается. То есть а в загранице, скажем, конечно, это большой бизнес, и они в капитализме уже привыкли жить, и они, конечно, все это и маркетинг, все это работает. Вот, поэтому, вот что я хотел сказать про Тасму, про пленки, уже сбился, про Лома. Вот, ну как-то так живем, вот, что могу сказать. Выживаем, или что, живем, как можно сказать. Что же из этого следует? Да, следует жить, шить сарафаны, платья из ситца. Будет носиться. Аренда есть. Есть какая-то контора сейчас арендная. Но я, наверное, ее прорекламирую. Я там, конечно,
ничего не брал, у меня не было задачи, но многие с ними сотрудничают. Сейчас я вам дам ссылку на их страничку, у них там много всего есть. Если кому интересно, можете, сейчас найду в Инстаграме. Не знаю, насколько там. Все, но многие советуют, говорят, хороший рентал. Но я... Вот и там у них есть что-то свое, они там что-то, видимо, в субаренду все-таки берется. Поэтому... Вот дам вам ссылку на Новосибирский рентал. Да, единомышленники, заряженные на успех, совместная команда. Таких людей много, я вижу по стране, многие хотят заниматься, но какая-то лень хватает. Лень, что ли, не знаю, общее поглощает. И все, ну будем бороться, будем жить дальше. Поэтому не бросайте наш канал, будут у нас еще интересные выпуски, сравнения и не только. Материал, будут старые архивные, не пугайтесь, там, где я с волосами с длинными, например, да, там есть какие-то из архива будут подняты, которые в свое время не были смонтированы, не было времени на это, сейчас это все есть. Поэтому все, подписывайтесь, ставьте лайки, нас поддерживайте на, так сказать, донаты, то есть приветствуется для Санта-Клауса, там у Деда Мороза я оставлял, потому что, конечно, я понимаю, сейчас все бедные, но вдруг богачи какие-то, олигархи есть. Ну, я вижу, что как говорится, большинство у нас, мы, к сожалению, не олигархи, а олигофрены. То есть, если человек олигархи в стране, остальные, получается, олигофрены. Так вот мы живем, да, к сожалению. Поэтому, конечно, я понимаю, что не у всех. Конечно, ну, будем дальше искать какие-то заказы, потому что в этом году у нас Минкульт кинул, мы несколько проектов подавали в Минкульт, в Госкино, но нас не профинансировали. Надеюсь, в этом году вот, по документальным фильмам, то есть конкурс Минкульта пройдем, и уже деньги будут, еще буду на краудфандинге собирать на документальные фильмы, тоже я буду на этом канале выкладывать ролики, потому что пока темы еще не раскрываю, как говорится, боюсь сглазить, всякое бывает в нашем деле, киношники тоже мы суеверные, получается, но надеюсь, у нас будут документальные фильмы, и кто-то, то есть, надеемся на народную поддержку наших проектов и на поддержку, может быть, все-таки дойдет и до власти имущих немножко. Да, монополист, ну, наш город, что говорит, все хотят выжить на одном заказе, так же, как Тасма, так же, как еще кто-то, так же, как я, так делать. Рынок в Москве, конечно, цены ниже на аренду оптики и техники. Ну, если мы будем снимать, появятся заказы, конкуренция, может быть и рынок цен, то и все это устоится, все зависит от нас, надо бороться, двигаться. Как говорил один мой знакомый покойничек, да, к сожалению, Царство Небесное, надо дергаться и что-то получится. Так что всем пока, с новым счастьем, так сказать, с Новым годом. До встречи на нашем канале. Пока.